Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости о известном артисте, главе антикоррупционного комитета Никите Михалкове, а также последние новости о работе организации. На протяжении почти 3 месяцев все неравнодушные люди Российской Федерации, которые поддерживают работу антикоррупционного комитета или просто являются поклонниками творчества Никиты Сергеевича Михалкова, следили за трагической ситуацией в семье известного артиста. В течение 3 месяцев с разницей в несколько недель на 2 членов семьи главы антикоррупционного комитета Никиты Сергеевича Михалкова произошли нападения. Сначала в марте этого года на парковке около собственного дома совершается нападение на члена антикоррупционного комитета, старшую дочь Никиты Сергеевича, российскую артистку Анну Михалкову. Нападение совершают неизвестные преступники. Позже выясняется, что покушение на Анну Михалкову было связано с ее профессиональной деятельностью, связанную с работой в антикоррупционном комитете. Старшая дочь Никиты Сергеевича оказывается в критическом состоянии, сначала в реанимации, а потом в коме. Ну а 2 дня назад при похожей ситуации серьезно пострадала и супруга главы антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, общественный российский деятель Татьяна Евгеньевна Михалкова. Ее нашли с черепно-мозговой травмой в подъезде собственного дома. Хотя Татьяна Евгеньевна и не являлась сотрудником антикоррупционного комитета, нападение на 67-летнюю женщину связывают с профессиональной деятельностью ее супруга. К сожалению, несмотря на все усилия лечащих врачей и коллективные молитвы, которые проводились несколько раз об выздоровлении дочери Никиты Михалкова, сегодня утром из центральной больницы города Москвы, где находилась Анна Михалкова, поступили печальные новости. Несмотря на все усилия лечащих врачей, дочь Никиты Сергеевича Анну Михалкову реанимировать не удалось. Сегодня утром она перенесла клиническую смерть, остановку сердца и вновь впала в коматозное состояние. Несколько часов назад Анну Никитишну Михалкову перевели в хоспис для умирающих больных. К сожалению, в данном заведении Анну Михалкову уже не смогут посещать родные и близкие, так как Анна Никитишна находится в терминальной стадии, на волоске жизни и смерти. Ко всему прочему, особо печален тот факт, что Анне Михалковой могут ампутировать правую конечность, так как при нападении она получила тяжелые ранения. По словам лечащих врачей, в случае даже самого благоприятного исхода дела, Анна Михалкова уже никогда не сможет вернуться к своей творческой профессии и до конца жизни будет прикована к постели. Сотрудники антикоррупционного комитета выражают глубокое сочувствие Никите Михалкову по поводу состояния его дочери и супруги. К слову сказать, что преступников, совершивших нападение на Анну Никитишну Михалкову, со временем удалось задержать. К сожалению, всей правды узнать не удалось. Они не дожили до суда и не успели дать показания. Все преступники, совершившие нападение, трагически погибли в камере СИЗО. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. В скором времени у антикоррупционного комитета появится собственный оператор сотовой связи, который будет предназначен исключительно для пенсионеров по возрасту, работающих пенсионеров, малоимущих многодетных семей и для семей участников спецоперации. За символическую сумму в 30 рублей в месяц каждый владелец данного тарифа сможет разговаривать по телефону неограниченное время, а для пенсионеров по возрасту данная услуга и вовсе будет полностью бесплатной. Еще одна замечательная новость о нововведениях антикоррупционного комитета.
В связи с тем, что в конце года ожидается открытие телевизионного канала и радиостанции, посвященной работе антикоррупционного комитета и культурной жизни страны, команда Никиты Михалкова собирается раздавать бесплатные смартфоны на платформе Android всем пенсионерам по возрасту. Цель данной акции заключается в том, чтобы люди почтенного возраста, не тратя дополнительных денежных средств, могли бы с комфортом смотреть передачи о работе антикоррупционного комитета и культурной жизни страны. О начале данного мероприятия будет дополнительное сообщение. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает чрезвычайную новость о известной российской певице Ларисе Долиной. На данный момент долг Ларисы Долиной перед налоговой инспекцией составляет почти 250 миллионов рублей. В офисах компаний, которые зарегистрированы на Ларису Долину, проводятся обыски. По статье о неуплате налогов в особо крупном размере Ларисе Долиной может грозить до 5 лет лишения свободы. Мэр города Твери во время антикоррупционной проверки довел члена антикоррупционного комитета известного советского и российского певца и композитора Юрия Михайловича Антонова до госпитализации в больницу. Во время антикоррупционной проверки мэр города неуважительно разговаривал с Юрием Антоновым и отказался показывать документы для проверки. По факту хамского отношения чиновника власти к известному артисту и члена комитета возбуждено уголовное дело. Известная советская и российская певица Надежда Георгиевна Бабкина устроила серьезный конфликт с начальником женского следственного изолятора города Москвы. Надежда Георгиевна, которая обвиняется в нескольких тяжких преступлениях, среди которых причина смерти молодой проводницы скорого поезда Калининград-Москва, несколько недель находилась в следственном изоляторе. Внезапно певица заявила, что чувствует себя плохо и попросила перевестись под домашний арест. Однако администрация заведения не пошла навстречу Надежде Георгиевне, и Надежда Бабкина до решения суда останется в следственном изоляторе. Сотрудники антикоррупционного комитета Никиты Михалкова на днях раскрыли крупную схему мошенничества, связанную с жилищно-коммунальными услугами. Преступники, представляясь работниками жилищно-коммунальных хозяйств, приходили домой к одиноким пенсионерам и предлагали провести плановый ремонт квартиры. Для этого они требовали доступ в мобильное приложение госуслуги. Узнав личные данные пенсионера, они пытались взять на них денежные кредиты. Данные преступники в городах Волгограде, Самаре, Москве и Калининграде были задержаны. Ведутся следственные работы. Сегодня день памяти известного советского и российского поэта, режиссера и сценариста Евгения Евтушенко. Евгению Евтушенко мог бы исполниться 91 год. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.